В эфире виртуальная студия Национального центра «Россия». Меня зовут Николь Плиева. Здравствуйте. Мы заканчиваем серию подкастов, посвященную людям, которые сделали все, чтобы этот день наступил. Мы вспоминаем о героизме наших предков, которые самозабвенно ценой собственной жизни приближали эту великую победу. В нашей студии сегодня внучка Михаила Сергеевича Малинина, дочь маршала авиации, героя Советского Союза Владимира Александровича Судец, внук Ивана Христофоровича Баграмяна. Ночью, ровно в 4 часа, 22 тысячи орудий внезапно ударили по вражеской обороне. Тяжелейшее сражение под Смоленском, Вяземский котел, тысячи убитых и взятых в плен советских солдат. Что рассказывал вам дедушка об этих тяжелых боях и, возможно, что было самое сложное, самое страшное? Вы знаете, я могу вам сказать, что вообще Вяземская операция, она была очень долго засекречена, больше 50 лет, и на самом деле еще сейчас некоторые документы находятся под грифом «секретно». И в семье дедушка, конечно, ничего не рассказывал, не говорил. Ну, во-первых, он был военачальник, он понимал ответственность своим словам. Вообще хочу сказать, что к нему даже когда адъютант приходил, и дедушка, если работал с документами, он всегда переворачивал лист обратной стороной и папку. То есть никогда, даже члены семьи не могли дотронуться до документов Михаила Сергеевича. Применительно к московскому сражению хочу сказать, что, конечно, и к московской битве, потому что Вяземская операция и Смоленское сражение, оно как бы было предмосковской битвы. Конечно, вот эта Можайская линия обороны, это было для них очень тяжело. И тяжело было, дальше они продвигались уже в сторону Дорохова, в сторону Рузы и в Волоколамск. И 2 недели фактически они бились не на жизнь, а на смерть. Именно как бы в боях за Волоколамск. И так получилось, что они отступили. И это очень неоднозначно могли, скажем так, квалифицировать и дать этому оценку. Но как потом оказалось, что их дальнейшая вот эта оборона, которую они заняли уже после Волоколамского сражения, получилось, что это было абсолютно правильное решение. Потому что 3 армии, 16-я, 20-я, часть 10-й, они смогли выйти через коридор. Именно через коридор, который открыл командир Рокоссовского, 16-я армия. Так что, наверное, вот самое такая вот, знаете, страшное, что было в той войне, это вот все-таки начало. Московская битва. Но при этом хочу вам сказать, что с самого начала они абсолютно были уверены, что до Берлина они дойдут. Поэтому я думаю, что здесь как бы даже сомневаться не приходится, и есть об этом и масса, ну, скажем так, каких-то даже вот баек, если можно так сказать. Вот Троиновский в своем как раз очерке он об этом писал, что когда он задал Рокоссовскому вопрос во время Московской битвы, ну что, мы отобьем врага, освободим, вот как бы не дадим прорваться в Москву, то тогда Константин Константинович усмехнулся, сказал, а почему это только Москву? Мы до Берлина дойдем, ну, в 1941 году в это было сложно несколько поверить. И тогда он потребовал карту, и на этой карте написал, что как бы в битве под Москвой, значит, надо думать и о победе в Берлине, о том, что мы будем в Берлине. И хочу, забегая вперед, сказать, что в 1945 году, когда дедушка уже был в Берлине, то он встретил этого корреспондента, и тот сохранил всю войну вот эту вот карту, и достал ее, и дедушка подписал, что подтверждаю. Май 1945 года. Малинин, начальник штаба 16-й армии в битве под Москвой в 1941 году. Так что, конечно, Московская битва своей неопределенностью, все-таки какой-то такой тревожностью. Еще, знаете, в документах дедушка пишет про фронт «слоеный пирог». Было непонятно, где наши, где фашисты. То есть настолько все плотно стояли друг к другу, что было очень сложно понять, как действовать. Мы знаем, что 19 ноября 1942 года начинается наступление нашей армии под Сталинградом. И вот для того, чтобы обеспечить это контрнаступление, вот представьте себе, было проложено совершенно 2 новые железнодорожные ветки для того, чтобы доставить все к линии фронта. А все это, кажется, я сейчас буду называть, например, там какие-то цифры, ну, они немножечко потеряются, там, миллионы тонн и так далее. А представьте, чтобы обеспечить артподготовку вот этого первого дня, 19 ноября, который сейчас является днем артиллерии, потому что по немцам в один день было выпущено почти 700 тысяч снарядов.
Ну, опять-таки, какая-то абстрактная цифра. А если мы представим, что для того, чтобы доставить эти 700 тысяч снарядов к линии фронта, потребовалось 1400 вагонов. Вот представьте себе, да? 1400 вагонов для того, чтобы доставить только снаряды и только для одного дня контрнаступления. А доставлять-то надо было не только снаряды, и технику, и горюче-смазочные материалы, и бойцов, и все что угодно. Да? То есть масштабы этой войны, они, конечно, потрясают, если мы просто представим себе вот эту огромную протяженность фронта, огромные фронтов, да, огромные коммуникации. Армия наша, которая на заключительных этапах войны, это порядка 10 миллионов человек, которых нужно обеспечить всем необходимым. И самое удивительное, обычно работа тыла, ну, кажется, это немножко обидно, но это правильно, когда работа тыла незаметна. Вот во время Великой Отечественной войны она как будто незаметна, она как будто, ну, скажем так, все собой происходит. И это самый правильный вариант. Когда я изучала военные архивы, то вот что нашла из воспоминаний вашего дедушки о Курской дуге. Стонала земля. Масштабы сражения превышали человеческое воображение. Сотни танков, пушек превращались в груду металла. Померкло солнце, его диск почти не был виден за пылью и дымом от взрывов, снарядов и бомб. Страшные воспоминания, тем более от человека, который, как я знаю, почти не боялся смерти. Вот что, возможно, об этом известно? Что для него было самое страшное? Вы знаете, я запомнила... Ну, вы поймите, когда дедушки не стало, мне было 6 лет. Поэтому, конечно, со мной о войне он не разговаривал, а он очень любил детей и общался со мной как просто с внучкой. Но, естественно, из семейных разговоров, из рассказов мамы, из его книг мы знаем эти истории. Так вот, это есть такая фраза, да, но этот эпизод описан им, но я думаю, что самые страшные для него эпизоды, их было, по-моему, 2. Вот он говорил, что он рыдал, когда умер его близкий друг. Вообще он тяжело их как бы хоронил, да, друзей. Вот. И один страшный случай, когда ему, на его глазах, вот точно такой случай, по-моему, был под Ленинградом, когда разбомбили эшелон с детьми и женщинами, немцы, фашисты, которые эвакуировались. И такой же был эпизод, я сейчас место не помню, это был другой случай. И они не могли помочь, они наблюдали сопки там вообще, то есть на расстоянии, но они все это видели. И вот это вот просто месиво из людей, детей, плач. Это все было слышно, но помочь они не могли. Вот это он описывал, вот эти воспоминания просто с болью. Да, ну и, безусловно, я думаю, что всю войну. Но, вы знаете, такие люди дома об этом не разговаривают. Вы знаете, когда я бываю в Петербурге, гуляю по историческим улицам, я каждый раз думаю, какой ужас перенесли жители города, и что здесь творилось тогда, и какие сильные духом были ленинградцы. С другой стороны, я понимаю, как хотели солдаты освободить этот город, и какая ответственность лежала на их командирах. И я понимаю, что ваш дедушка, у которого была военная закалка, стальные нервы, но все же он человек, и он человек, у него есть сердце и душа, и, наверное, он все же боялся, когда умирают и дети, и женщины. Что он вам рассказывал об этом? Когда дед приехал весной 1942 года, прилетел в Ленинград, прежде всего он поехал не в штаб фронта, где его ждали, а он поехал на передовую. Лично посмотреть своими глазами, что же делается на фронте. И, возвращаясь обратно, он, конечно, проехал по улицам Ленинграда. И, ну, мне рассказывала бабушка, вот его впечатление на тот момент. То есть он уже боевой генерал, прошедший там действительно уже там не одно сражение, битву под Москвой. Он был, ну, говоря современным языком, в шоке от увиденного, потому что фактически обороны как таковой, ее не существовало города. То есть просто фашисты решили уморить его голодом и обстрелами. Но, в принципе, вот как таковой обороны, если бы они поперли, боюсь, что мы бы не выдержали тогда. И то есть голодные люди, да, значит, причем за первую зиму, вот, страшную блокадную зиму 1941 года, очень были большие потери, причем на фронте, причем не столько от снарядов или там осколков, сколько от голода и холода. И в городе то же самое. То есть неубранные тела горожан, там, и женщины, и дети. То есть это самые вот ослабленные люди, которые были, вот они, к сожалению, погибли. И, конечно, он с тяжелым сердцем приехал
в штаб. Он очень жестко заслушивал всех начальников служб, всех командующих, потому что он хотел разобраться в ситуации, как такое вообще вот, ну, могло быть. И его задача была, да, это вот прежде всего заставить полуголодных солдат, тем не менее, рыть окопы, отрывать траншеи, потому что это нужно было, ну, для того, чтобы уберечь город от штурма. И ему в кратчайшие сроки удалось вот такой железной волей, железной такой дисциплиной добиться того, что город превратился в неприступную крепость. Я знаю, что вашего дедушку называли генерал-штурм. Почему? Немцы давят, теснят наших к Волге, а прижаты были к Волге. Значит, надо контратаковать. А как? Если пойти фронтально армии по всему фронту атаку, перебьют всех однозначно. Вот. И поэтому вот там родилось решение о штурмовиках, о штурмовых отрядах, которые досаждали больше всего немцам в Сталинграде. Во-первых, они не любили ночной бой. Вот. Они давят, допустим, тебя сдвинули с места обороны днем, а ночью окопы назад наши отбили. И вот так называемые качели происходили. Если посмотреть Сталинград, там башни танковые находились где-то, ну, метров 50 от берега Волги. Еще бы чуть-чуть, и наши бы туда Волгу бы утопили, в Волге. Вот эти штурмовики, они очень хорошо. И такой яркий пример — дом Павлова. Это тоже, что такое штурмовой? Сейчас до сих пор хранится, это музей Сталинградской битвы, панорама Сталинградской битвы. Там есть наставление, разработанное Чуйковым о действии штурмовых отрядов. Все точно сейчас повторяется. Значит, сначала идет группа штурма, штурмовики, потом группа закрепления, которые штурмовики уходят, они остаются на объекте. А дальше группа обеспечения. Это если кого-то убили, значит, поменять, чтобы они стали. Это боеприпасы, это еда. Ну, короче говоря, вот они обеспечивали. И понимаете, вот такие узлы они создали в Сталинграде, вот по типу дома Павла. Там же не один такой был дом. И немцам было очень сложно. Они начинали атаковать, а там снайпера не давали им. Вот эти вот простреливали со всех сторон, атака захлебывалась. Но вот с той поры у него, к нему пристала генерал-штурм. Нашла в архивах из воспоминаний Олега Александровича, и сейчас будет цитата. Как раз к началу контрнаступления под Сталинградом наша промышленность сумела произвести достаточное количество танков. В основном это уже были 34-ки. Это же настоящее чудо было. Никакая страна, кроме Советского Союза, такого бы сделать не могла. Ирина Владимировна, что вам рассказывал дедушка о новой технике и о каком-то новом подходе военном? Ну, конечно, было много новаторства применено. Появлялась новая на тот момент техника, которой не было. Дедушка рассказывал в том числе про операцию «Багратион». Это уникальная операция. Она известна всем, даже людям, не только которые увлекаются историей и военным делом. Эта операция «Багратион» попала во все учебники по военному искусству. Потому что именно, вот, например, в этой операции «Багратион» было применено много нового. Впервые в ночное время суток танки шли на рейде. Это тоже очень опасно, очень сложно, да, когда сложно отличить, где свой, где чужой. Багратион со всех точек зрения уникальная операция. Очень помогали, например, им партизаны. В Беларуси очень мощное партизанское движение. И вот ведь там вокруг топи, болото, и техника просто вязла и не могла идти дальше. И чтобы этого не происходило, а было движение вперед войск, партизаны вручную прокладывали для танков настилы. Представляете, какой-то адский труд, и тоже вообще требует самоотверженности и героизма. Вот если мы говорим про освобождение Беларуси и про операцию вот эту «Багратион», в ней было очень много всего
нового, что применялось впервые. Но, наверное, без новаторского подхода, без новой техники, которая превосходила бы по своим возможностям технику противника, невозможно победить. И, конечно, война является определенным толчком и для промышленности, и для научной мысли. Безусловно, это огромный рывок происходит. Лето 41 года. Юго-Западный фронт. Советские войска в котле. Ивану Христофоровичу поручен вывод передового отряда штабной колонны. Тяжелейшая операция. Можете рассказать подробности? Я могу рассказать, что его направили как раз в окружение, в расположение окруженных войск, где находилось, в общем-то, начальство, штаб Юго-Западного фронта. Баграмян прилетел на самолете, причем этот самолет садился на заминированный аэродром. То есть как-то чудом проскочил, это раз. Второе. Ему предоставили роту из боевого охранения штаба, и он должен был делать отвлекающий удар, который бы позволил командующему фронтом и другим-то генералам выйти из окружения. Но дело получилось таким-то образом, хотя его посылали, грубо говоря, на верную это смерть, он не только вышел, но и вывел из окружения примкнувших к его отряду солдат и офицеров, то есть более 10 тысяч человек. И за это вот он получил свой первый боевой орден Красного Знамени, и был повышен до генерал-майора. Заключительный этап войны – освобождение Праги. Жители Чехии благодарны за свою свободу ведь именно маршалу Коневу. Это так. Папа командовал Первым Украинским фронтом, который, может быть, даже неожиданно для немцев, а ведь надо помнить, может быть, это тоже не все знают, я об этом скажу, что немцы даже после подписания капитуляции, очень большая группировка генерал-фельдмаршала Шернера, был такой немецкий командующий, сопротивлялась нашим войскам. И у него под началом была довольно большая сила. Они бились так, как могли, хотя немцы уже подписали капитуляцию. Но бои шли. Двинулся Первый Украинский фронт. Маршал Конев повел свои войска в наступление. И отец наступал с неожиданного направления. Ждали немцы, что ударят наши фронты. Туда шли Второй Украинский, это фронт под командованием Малиновского, Четвертый Украинский под командованием генерала Еременко. Они тоже двигались через Остраву, через Моравию, шли туда, на Прагу. Но вот этот бросок отцовского фронта был для них в известной степени неожиданным, потому что они буквально перепрыгнули, как говорил отец, Рудные горы. Перед ним были Рудные горы, но достаточно неплохие дороги для танковых войск, потому что были перевалы, были дороги, и они быстро, очень быстро пришли в Прагу. Это было 1500 танков. Огромная сила, даже вообразить невозможно. Очень быстро туда маневренно подошли, и это спасло Прагу от разрушения, от взрывов, потому что понятно, что немцы очень активно стали отступать. Кто-то бежал, кто-то оказался под взрывами и разрывами снарядов, и, в общем, кто-то в окружении. И Прага, после того, как она была освобождена, просто ликовала. Вы знаете, когда мы сегодня смотрим кадры, которые могут, наверное, задевать людей, ну, маломальски с каким-то порядочным отношением к истории, да, вот с правдивым, искренним. Все видят, когда разрушаются памятники нашим солдатам, наверное, очень-очень болезненно это воспринимают, как это ужасно. А я смотрю кадры вот освобождения Праги, и я вижу, это кадры, которые нельзя придумать, это нельзя сделать постановкой какой-то, когда буквально там из окон, из балконов, отовсюду со всех ручейков, этих переулочков, каких-то улиц, пражане стекаются
на те площади, куда входят наши войска, забрасывая их цветами. Кто-то там тащит какой-то жбан, давай им что-то выпить, кто-то там протягивает папиросы, кто-то там просто обнимает. И поэтому Прага остался таким, знаете, с запахом сирени, потому что было невероятное какое-то количество цветущей сирени, цветущей жимолости. Просто вот этот запах, эта сирень был каким-то символом победы. Поэтому папа надолго сохранил любовь именно к сирени, потому что для него это был такой цветок победы. Уже было понятно, что победа вот-вот, она близка. И папа сказал, чтобы мама с попутным военным самолетом прилетела к нему вместе со мной и с маленькой сестрой. Ей было 2 месяца всего. Вот мы прилетели в Вену, но война еще фактически шла, хотя Вена была освобождена. Ночью мы все проснулись от страшного грохота, разрывов снарядов. Мы решили, что где-то в Альпах, в предгорье, наши войска наткнулись на отступающих немцев. И те отстреливались. Папа начал крутить ручку полевого телефона, спрашивать, в чем дело, что случилось. И я услышала, как в трубке громкий крик: «Победа! Товарищ генерал, победа!» Что такое победа? Это радость, это счастье. Это когда позади горести и несчастье. Когда великая страна, великий народ стали победителем. И когда на долгие десятилетия вперед на земле воцарился мир. Цветущий, поющий май. Люди ликовали. Знаете, после этих мрачных лиц, которые все годы дети видели, ну, понятно, какая радость могла быть. Вдруг вот на лицах у всех людей улыбки. Люди целовались, обнимались. Это вот, так сказать, сам факт победы. Я Николь Плиева. Напоминаю, что это проект Национального центра «Россия». Расскажите мне о победе. Мы заканчиваем серию подкастов, которые посвящаются Великой Победе. Посвящаются нашим прадедушкам и прабабушкам. Мы храним память и вспоминаем тех людей, которые метр за метр, дом за домом освобождали свою родину от фашизма. 4 года каждый день они совершали подвиги для нашего с вами будущего. Знамя победы над Рейхстагом водружено!